Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Думаю, что многие из вас видели варианты быстрых блоков, когда легко и просто создается красивый лоскутный узор. И если не знать технологию его сшивания, все кажется невероятно сложным. Для одного блока понадобится 2 квадрата контрастных цветов. Возьмем просто светлое, темное. Размер сделаем 30 на 30 сантиметров. Ох, чует мое сердце, что процесс получится очень интересный, поэтому отшивать будем сразу несколько вариантов в разных цветовых сочетаниях. Все квадраты разберем попарно. Для удобства работы сразу же нарисуем 2 диагонали. Следим за тем, чтобы углы были 45 градусов, а в центре диагонали пересекались под прямым углом. Детали заколем булавочками и проложим строчку по периметру. При работе за швейной машинкой помните про то, что от качества строчки будет зависеть качество всего изделия. Длину стежка установим маленькую, 2,5-3 мм. Закрепки делаем обязательно. Цвет ниток нейтральный серый. Прошитые детали проутюжим, подрежем уголки и разрежем заготовки по диагоналям. И у нас получится сразу 4 квадрата, состоящих из 2 треугольников. Их надо развернуть, расправить швы и тщательно проутюжить. А теперь смотрите, какие варианты раскладок можно сделать. Вертушку или мельницу, темный ромб на светлом или светлый ромб на темном фоне, стрелочку, большие треугольники. Любой каприз за ваши деньги. Но сегодня нас интересует вот такая фигура. Чередование треугольников. Соединим все маленькие квадраты в один большой. Сшивать будем моим любимым способом, вертикальными рядами, гирляндой. Вы же знаете, что шить надо много. Потом каждый шов будем проутюживать. И если мы начнем обрывать нитки и с каждым кусочком ткани бегать к утюгу, то в конце концов вы скажете, сами знаете что. Скажем дружно, нафиг нужно. Рукоделие должно приносить радость. Ткань в работе хлопок. Все швы можно расправить ногтем. И уже после этого развернем заготовку, сделаем горизонтальный соединительный шов. То, что мы все шили гирляндой, швы не разрезали, как раз сейчас нам поможет. Серединки деталей уже на месте. Шьем спокойно, уголочки все совместятся автоматически. Полученные заготовки тщательно проутюжим, швы разутюжим на 2 стороны. А теперь надо их разделить, разрезать на 9 частей. Удобно это сделать с помощью линейки. От центра откладываем по 6,5 сантиметров и рисуем линию разреза. А дальше легким движением руки перед нами куча лоскутков. А уже сейчас приступаем к экспериментам. Просто поворачиваем вокруг своей оси все части. А уже в вашей воле решать, когда вы скажете «Остановись мгновенье, ты прекрасна». Вы меня понимаете? Здесь выбор
как у той обезьяны из анекдота, которая никак не могла определиться, куда ей, к умным или красивым. Поэтому и приготовим несколько цветовых вариантов. Желтый и бирюзовый соберем по одной схеме, а с фиолетовым сделаем по-другому. Сделаем в центре объемный кристалл. Технология сборки уже всем знакома. Сшиваем сразу одним длинным швом детали из первой и второй колонки, а потом уже присоединим оставшиеся части из третьей колонки. Ну а дальше горизонтальные соединительные швы. Завершающий этап работы над этими блоками. Хорошенько их проутюжить и подровнять края. Блоки получились размером 35 на 35 сантиметров. Смотрите, первоначально их шили и резали по одной схеме, а рисунок получился разный. Детали поворачивали по-другому. Самые наблюдательные, конечно же, заметили, что это уже не первые варианты блоков разрезалок. Все они собраны в плейлист «Блоки лоскутного шитья». Это вам небольшая подсказка, шпаргалка. Вдруг вам захочется пошить со страшной силой. Ведь, используя эти скоростные методы шитья, можно легко и быстро нашить большое количество заготовок на лоскутное покрывало или одеяло, или сшить декоративную подушку, думочку. Я дала вам идею, а воплощение уже будет зависеть от вас. У вас все получится гораздо лучше и красивее. Кстати, фотографии своих готовых работ вы можете разместить в моих группах, которые называются «В гостях у Полины». Эти группы есть ВКонтакте, в Одноклассниках и еще в комментариях на моем канале на платформе Яндекс.Дзен тоже можете оставлять фотографии своих работ. Заходите почаще, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте классы. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!